Друзья, всем привет! Российская премьер-лига, очередной тур. И сегодня у меня Уфа Крылья, ну и, конечно же, Зенит ЦСКА. Начиная с Уфы, поместил команду в контейнер и запускаю расчет. Достаточно хорошо в прошлой игре крылышки себя проявили, как раз по моему прогнозу сыграли, выиграли. Будет интересно посмотреть, что в этой игре сейчас получится у них. Но сначала график Уфы. Фиксирую график Уфы. Теперь делаю все то же самое для Крыльев Советов. Поместил команду в контейнер, запускаю расчет. Друзья, кто только присоединился к моему каналу, объясняю, я здесь строю графики, прогнозы по командам. Соответственно, в графике делается композитная натальная карта на, ну если кому-то это что-то говорит, на команду. И затем на ее основе строится график. Положительные кривые зеленые, ну, соответственно, отрицательные красные. И по их конфигурации, по значениям, ну, вот здесь они будут немножко другие, здесь там 87, здесь уже будет там 800, 600, 500, 400. Либо по значениям, либо по конфигурации самой кривой, их пересечению, либо пики, либо еще как-то, да. То есть делается прогноз на события. График строится по каждой команде. За основу берется предыдущий состав, но если были какие-то удаления, либо травмы, соответственно, игрок заменяется равноценным, ну и, соответственно, строится график прогноз. Можно строить на всю команду, просто будет дольше считать, да, но, в принципе, победу или поражение переживает вся команда, поэтому здесь вот так, секунду. Фиксирую график. Ну а теперь дерби двух столиц. Зенит в контейнере. Запускаю расчет. Много политики, много всего в этой встрече. Посмотрим, что сейчас покажут звезды. Плюс сделаю, наверное, график по тренерам еще вдобавок. Там уже решу, буду показывать, не буду, либо посмотрю сам. И, ну, по Василию Березутскому я уже обзорил. У него все в порядке. Можем, в принципе, посмотреть в ближайшей перспективе, что у нас будет с Симаком. Хорошая идея, кстати, да. Сейчас сделаю туда еще по нему прогнозик. Фиксирую график Зенита. Теперь перехожу к ЦСКА. Запускаю расчет. Фиксирую график. Фиксирую график ЦСКА. Обещал еще вам график Симака. Карта не ректифицирована. Чисто вот поверхностно. Без планет ближайшего окружения. Только посмотреть. Кризисный график в целом. Да, достаточно напряжен. Но, в принципе, у него началось. Что у нас сейчас сентябрь. Основной, получается, у него основные такие моменты ближе к ноябрю. Нарастание идет, давление на него. И дальше стихает. Посмотрим, с чем это будет связано. Чемпионов, Кубок УЕФА, что там, где они участвуют. Как-то так. Ждем ноября, кульминация получается где-то вот в этих числах. 10, 11. Но кризисный график в целом несколько месяцев ближайших будет сложных у него. А дальше посмотрим. Дальше, в принципе, рабочие моменты, даже ну, для тренера, в принципе, неплохой. Графики готовы. Теперь прогноз. Для тех, кто только собирается делать ставки, есть хорошее предложение от Parimatch. Это бонус до 5000 рублей на депозит за регистрацию и пополнение. Кому интересно, ссылочка есть в описании. Можно пройти, зарегистрироваться и забрать свои 5000. Теперь к прогнозу. Уфа, Крылья Советов. Неожиданно для меня. Не ожидал такого графика, но Уфа в кризисе. Причем такой прям нарастающий, поднимается и прям
Что плохо, что он не набирает обороты и уходит наверх. Крылья Советов вообще в позитиве. В позитиве, прям все зеленые. В принципе, как в прошлую игру, график такой же. Поэтому здесь я все-таки склонен все-таки за Крылья Советов. Я не могу идти против графиков, раз уж я их рисую, представляю, соответственно, Крылья Советов победа. Зенит ЦСКА. Здесь смутил меня вот этот график у Зенита, не очень хороший. А у ЦСКА этот пик восходящий. Посмотрел я тренеров, в принципе, там у Алексея Березутского график получше. Сложно здесь сказать. Ну, вот этот паттерн, это ничья. Что меня смущает, то что идет выход все-таки в негатив. Если бы они сглаживались и куда-то вместе уходили, но на следующий день идет негатив. И у ЦСКА. ЦСКА тоже взлетает по средним значениям. В принципе все одинаково. Да? 550, 580 и отрицательные, и положительные здесь в принципе на одной. Очень похоже на ничью, но график тренера у Алексея получше. Поэтому здесь все-таки ЦСКА, победа, ничья. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.